Как выжить в этом мире, который катится в пропасть? Особенно если глобально ты ни на что не влияешь. Выход один. Направлять свое внимание на то, на что ты можешь влиять. Мы простая семья родом из Беларуси. Почти 15 лет в эмиграции, поездили, покатались и сейчас свою жизнь строим в Польше, так как у меня польские корни. Несмотря на все безумие, которое творится в мире, стараемся жить в трезвом здравомыслии. Создаем себе свое счастье, опираясь на любовь и добро. И это особенно важно в рождественские и новогодние праздники. Если вам близки такие ценности, то подписывайтесь, мы рады новым единомышленникам. А в этом видео мы расскажем, как живется в Польше в период самых светлых праздников. Магазинные дни перед праздниками — это какой-то кошмар. Там вообще очереди, просто там вся Польша приехала в Ашан. В Бедронках и Лидлах великий аврал. Кто в очередь не встал, тот все проиграл. Очереди в кассу до самых дверей. Хватай горошек. Алкогольный отдел. Ну мы, 10 лет не пьем алкоголь, поэтому нам в безалкогольный отдел. О, ностальгия. Помню каждый Новый год кабину заливать. Зато сейчас огромное количество безалкогольного. Думал взять, но что-то меня жаба задушила, 20 евро. Не так уж и хотелось вспомнить вкус. Просто думал, ради забавы на Новый год взять. Водка безалкогольная, чё за прикол. Не могу сказать, что скучаю по вкусу. Вот пиво безалкогольное, да, нефильтрованное. Как относитесь к безалкогольному бухлу, как относитесь? Стоит ли отдавать столько денег за такую шляпу? Я вообще ненавижу магазины и затариваться, мне всегда плохо. Потом состояние такое, как будто все соки выпили вот после Ашана. Единственный плюс я нахожу всегда, что я еще здесь работаю, пока Настя тарится, я снимаю очень много крутого контента на видеостоки, и магазин — это одна из самых востребованных тем всегда была и будет. Все время, как приедем, Настя пока полчаса тарится, я тут штук 300, наверное, снимаю. И потом это все продается. Если кому подробнее интересно, там в описании есть ссылка про нашу работу. Я делал, потому что периодически спрашивают. Чтобы не повторяться, я там записал все, что как работает, как этому научиться, если вдруг интересно. А если не интересно, то не интересно. О, наши любимые снеки. Офигеть, очереди перед праздниками, тут неделю магазины работать не будут в Польше по своим часам. Обожаю закупочки. И это только поверхностная закупка, не основная. Основная будет в Лидле еще, она столько же. Это получается, других вариантов нет, потому что почти неделю не будут работать магазины. Нужно все успеть закупиться еще на праздники, Рождество и Новый год. Поэтому это, такое время коллапса. Для меня это супер стресс. Ненавижу в магазинах проводить время. Друзья, очень непростые времена сейчас для многих, это правда. Мы видим, что в мире очень много тревожных событий, и в целом ситуация нагнетается, такая не очень приятная. Очень много людей тонет в депрессиях, в каких-то одиночествах. Ситуация финансовая у всех сложная, психологическая ситуация, все в выгораниях, в стрессах. На самом деле вот эти все соцсети, которые нам создают эту глянцевую картинку идеальной жизни, все это ложь. И общаясь со многими людьми и на своем пути вижу, что очень много сейчас людей в тревогах живут, и сложно, очень многим сложно. Порой, кажется, мир сходит с ума, и не хватает просто базового, какого-то банального здравомыслия. И одна из самых сложных вещей, которую ты осознаешь, что ты не можешь на все это как-то глобально влиять. Просто зачем развязывать эти миллиарды войн, зачем эти бессмысленные жертвы, зачем эти страдания? Кто-то это все делает, мы не можем на это влиять. А самое главное, я считаю, это фокусироваться на том, на что мы можем повлиять, это только на самом себе, на своей семье. Вот как эта фраза супер банальная, но в ней прямо голая истина. Хочешь изменить мир — меняй себя.
Потому что мы часто очень смотрим на внешние обстоятельства и события, и нам кажется, вот я бы то. И очень часто люди тщетно пытаются изменить этот мир, но мы часто не обращаем внимания на самих себя, упускаем очень важные моменты. Если мы будем аккумулировать все внимание на самих себе, на своих семьях, создавать добро в мелочах, созидать любовь, аккумулировать это, часто нужно навести порядок в отношениях с партнером, в семьях, потому что смотрю, вокруг все расстаются, колоссальное количество разводов, расставаний. У нас в окружении, среди знакомых, огромное количество разводов. Смотришь вокруг на пары, на семьи, расстаются, дети остаются там в разбитых, в разрушенных семьях. Не нужно пытаться склеить этот мир, пытаться его подчинить. Нужно чинить свою жизнь, налаживать все и смазывать все любовью. Каждый из нас — это частичка этого мира. Мы и есть этот мир. Мы — составляющие, пазлики всего огромного, вот этого огромной мозаики мира. Если мы будем смотреть за собой, делать себя лучше и дарить этому миру, проецировать, ретранслировать и репродуцировать добро, любовь, то мир станет, соответственно, лучше. По-моему, это банальная истина, но почему-то мы ее часто упускаем. Давайте фокусироваться на этом. Приехали в знаменитый Lidl закупаться. Талончик пришел со скидочкой. На закупы 300 злотых, 30 получаешь бесплатно. Копеечка рубль бережет. Поэтому все важно. Обязательно. Целый день в шопинге. Ненавижу. Что? Кто-то ненавидит, а кто-то обожает. Шопинг? Да. Выбирать горошек и Даже кукурузу? с сосисками, да. Настя, кстати, у нас шопоголик. Камин-аут у нас. Настя шопоголик. Любит шопиться. А вы любите шопиться? Вот я ненавижу шопиться. Я вот уже сказал, я себя мотивирую магазины, мне только прийти поснимать, и мне, я знаю, что вот у меня это вызывает некое возбуждение, что я просто все равно занимаюсь своими рутинными делами, поснимаю для работы кучу классного материала, потому что шопинг всегда очень актуальный, и мне это как бы круто заходит. О, так весело. Вот так весело. Ну или вот так весело. Но так меня загнать в магаз я всегда отправляю Настю. Но с другой стороны, шопоголика отправь в магазин, вместо чеков 300 злотых придет 600. Скажут, так там же ж... Ага. Короче, такая дилемма непростая. А у вас какие в семье проблемы? Что вы знаете о проблемах вообще? Я знаю, как ты хочешь пошутить. Что? Я уже знаю. То есть оно такое красненькое, миленькое, как раз под елочку. О, смотрите, как забавно. Почти символично. Такой же чек еще и в Лидле. Но тут, конечно, повнушительная корзиночка. Я не знаю, что так дорого получилось в этом, в Ашане. Но это сегодня 23-е, и это аж почти до 31-го практически. Ну, понятно, что перед Новым годом надо будет еще сходить, тарануться, но это практически вот так, с запасом. А еще гости, а еще праздники и все дела, поэтому... Блин, что-то я уже сомневаюсь, мы не обожремся ли случайно? Хотя, что делать, когда не бухаешь, что делать? Жрать будем? Сидеть вот, кишки набивать, когда не пьешь. Хотя, когда не пьешь, много не съешь, потому что закусывать нечего. Идем выбирать сегодня хомяка для Лиан. Нашли хомяка тут определенного сорта, как это, порода. Идем выбирать. Это мышка дохлая, для вонжиков. Где? Вот. Прямо перед тобой, только Ты. не пугайся. Вот тут. Ты не пугайся только. Это дохлый. А, я вижу, да. Смотрите, а там Жук какой-то, таракан мадагаскарский. А смотри, вот целая куча червяков. это для него еда. Где червяки? Хамелеон, смотри, сидит под палку засел. Ой, привет, черепашка. Как тебе наш сезамик? Миленький. Миленький. Нравится тебе Лянин хомячок? Да. Смотри, как волнуется. Ну, Быстрее в
Машину, быстрее в машину. Уже новый член семьи. Все, уже пополнение в семье. Главное, что не третьим ребенком. Блин, это вот мало ответственности папе. Ну, привет. Привет, кунжутик. Смотри, ты, тебе не интересно, иди посмотри. Он уже залез по лесенке, ты. Привет. Туда нельзя. Догадай. Ой. Ты шо? Ты что? Шо ты? Спятил? Ты чё спрятал? Кунжутик, Смотри, ну-ка. ты что, этот самый поймёт, каскадер? Ну что, пошел снежок, и настроение новогоднее, рождественское прям прибавилось. Праздники Рождество мы встретили дома, ну тут к друзьям съездили, потом к нам друзья съездили, ну так по-семейному, как и в принципе у поляков заведено. Поляки очень семейные, традиции семейные у них такие крепкие, связано с религиозными праздниками, то это особенно. На Рождество вообще нигде никого нету, все поляки по родне, по родственникам, по семьям сидят. Точно так же было, кстати, как вот у меня в детстве моя бабушка католичка тоже устраивала рождественские собрания, сборы, праздник, вигилия, 12 постных блюд, все по классике, костел, кутя, все это обязательно было у нас, у меня все детство так прошло. Помню, в детстве, ну, не совсем это ценишь, прикольно, там вся семья собираются, и братья двоюродные, сестры двоюродные, ну, это была такая база. Вот, а сейчас, когда этого нету, все разбросаны по миру, то начинаешь это ценить, понимать, какой в этом прикол. И, да, немножко скучается, немножечко этого не хватает. Скоро Новый год, поляки не празднуют Новый год в целом, ну, у них такой-то номинальный праздник, вот, но мы как вот все равно привыкли его праздновать, для нас это важное событие. И мы планируем, к нам придут друзья, просто тоже посидим, мы уже не пьем алкоголь 10 лет, поэтому безалкогольный просто праздник, тоже такой в кругу друзей, все с детьми, для детей праздник и так далее. Ну, вот, и поэтому, конечно, когда снежочек падает, то настроение улучшается, потому что, ну, я уже не помню, когда Новый год нормально со снегом было. Сейчас вот в Польше обещают циклон, и все засыпет снегом. Это очень круто, потому что хочется этого настроения, этого ощущения. И большие ферии — это каникулы у детей, хотя у нас платный сад, я сейчас даже не ждал, что будут такие большие длинные каникулы. Сейчас на каток съездим, позавтракать куда-то, ярмарки. Ну, круто. Семейные дни. Первый раз за 25 лет катаюсь. Ой, капец. Очень неудобные башмаки, но хорошо, что вообще есть размер ласты моего размера 47-го. Натирает уже мозоли. О, Польша знает толк в больших пирах, и трижды в месяц блеск детских глазах. А там и Новый год летит во весь опор, 3 раза за подарками. Какой фурор! Чай для нас стал не просто напитком. Он стал для нас важным ритуалом, который позволяет нам остановиться, замедлиться от бешеного ритма жизни. Отвлечься от планов и тревог, побыть вдвоем, почувствовать момент, почувствовать саму жизнь здесь и сейчас. Для нас это стало очень важной медитативной традицией, которая позволяет перезагрузиться и выдохнуть. И скажу честно, от себя, это правда очень помогает. И очень часто вытаскивает из каких-то депрессивных настроений, унылости. Потому что когда начинаешь обращать внимание на проблемы, которые тебя угнетают, ты замечаешь, что это все лишь игры ума. А жизнь, она прямо сейчас вокруг нас во всем, везде. И в нас самих. Это правда порой очень спасает. Мы дождались снежка. Там новости все, что Варшаву замело. Из Беларуси тоже родственники.
прекрасно. Вау! Это чудо. Сейчас приеду. Это супер чудо случилось. Просто как под заказ. Прямо за пару часов до Нового года снег пошел. Боже, какой прекрасный, какой подарок. Ну что, Новый год в итоге хорошо прошел. Мы уже скоро почти 2 года, как в Польше. Самое главное, что вопрос с документами у нас уже буквально вот под Новый год решился. Вот, остался вот у Насти еще вопросик. Помощница очень крутая. Столько нам, блин, всего помогла. Так разрулила нам наши кейсы. Я вообще в шоке. Мы бы, наверное, еще бы года 3, наверное, делали. Она за 2 года просчитала весь ход событий. Я даже, мне сразу говорили, что ой, блин, типа ты там не надейся, так невозможно просчитать. Реально, она просто гроссмейстерски попала, там просчитала шахматную партию. Потому что у нас была слишком запутанная история с окончанием наших паспортов. Это нужно было там сделать проездные документы. Ну, короче, он, кстати, на Новый год заказал холодильник. Или что-то там, стиральную машину. Как мы и говорили, в Польше мы себя чувствуем прекрасно. И уже не то, что нам получить документы и свалить. И, если честно, круто здесь строить жизнь и смотреть уже на будущее. Единственное, напрягает вопрос, который я упоминал, это вот эти какие-то агрессии, вот эти все, очень сильно все правительства всех стран, и польское тоже мусолит эту тему агрессии, вот этой нарастающих каких-то угроз. Дети уже говорят по-польски, они уже для поляков как поляки, поэтому, ну, понятно, для адекватных, нормальных, здравомыслящих поляков, не для тех, кто постоянно пишет в комментариях «спердаляйте к себе». Ну, понятно, что больные, нездоровые люди есть везде. Вот, под этим видео в том числе тоже напишут. Но 99% говорю и буду говорить, что 90% людей, с которыми мы коммуницируем с поляками, это адекватные, классные люди, здравомыслящие, добрые и гостеприимные. И вообще за это всегда отдельные спасибо, потому что, это безумно приятно. Собираем сегодня у нас друзей и будем праздновать очень такой тесной, уютной, ламповой компанией. Друзья Настиного детства, друзья моего детства. Это прикольно. Получилось, сейчас мы все живем в Польше. В Польше вроде не сильно празднуют Новый год. Понятно, что в Европе вообще в целом Рождество. И поляки очень верующие, религиозные. Рождество у них вообще интересное Рождество с этими, Миколайками. То есть у них у детей вообще подфартило. У них Миколайки до Рождества подарки получают, потом Рождество подарки получают, еще и Новый год. Короче, наши дети уже тоже оборзели. А когда нам, что нам будет на Новый год под елочку? Мы такие, ничего себе, у тебя уже 2 раза вам уже под елочку клали подарки, сколько можно. Вот, это интересные такие особенности. Вот, вроде все не празднуют, но вот я вчера заезжал еще в магазин затариться перед Новым годом, и, не знаю, все полным-полно, столько людей, огромное количество, полки разобранные, все раскупили, я там еле нашел, еле собрал все, что нужно, в 3 разных магаза заезжал, потому что все раскупают, видно, тоже все равно празднуют. Либо много выходцев из СНГ, кто привык праздновать именно Новый год. Капец, как это могло случиться, я поверить не могу. Просто мы еще сегодня утром родителям звонили, у нас было просто солнце светило и ни одной снежинки. Вот бам-бам, за полчаса навалило столько снега. Вау, круто. Вот это подарок крутой. Балаган у нас, тут сейчас пока подарки, все дела, в общем, дурдом. И это было просто великолепно. Очень часто из-за этих всех передвижений теряешь близких по духу, по душе людей. Кто-то остается там, вот как сейчас, за 12 тысяч километров, кто-то ближе, кто-то в Беларуси. Тут просто такой блессинг, подарок от Вселенной, от Бога, что у нас все-таки есть несколько семей, с которыми нам хорошо, и они приехали к нам на праздник. И я не поленилась, сделала там квесты, всякие развлечения и приятные сюрпризы, несподянки, подарочки. И сделали классный стол. Было тепло и радостно, и такой был классный теплый праздник. И еще погода нам, природа подарила снег, поэтому мы до сих пор в хорошем настроении. И вам того же, друзья, желаем. Дорогие ребята, в нашем приюте адекватности мы выступаем против фейерверков, потому что это неадекватно. Посмотрите на скриншот
Сколько умерло животных, ради чего? Ну, это ради чего? Ну, разве это круто? Разве это праздник? Разве это стоит того? Развлекаться, получать удовольствие нужно так, чтобы никто не умирал, другой не страдал. Ну, это же, наверное, просто базовое здравомыслие, ребята. Опять же, я не хочу никого осуждать, тех, кто это делает, но наша задача распространять хорошее и говорить о правильных вещах. Не осуждать того, кто там что-то плохо делает, а самим созидать что-то правильное, хорошее, доброе и говорить, утверждаться в этом и распространять. Потому что, возможно, люди, которые это делают, просто даже не знают. Они, может быть, там не какие-то злые. И, возможно, этот пост увидят другие люди и просто в следующем году не будут этого делать. Давайте распространим эту информацию, потому что это действительно проблема. Вот. Нечестно. Ну, с наступившим. О, хорошая надпись, да? Ребята, напишите в комментариях, когда мы уже наконец-то поймем. Вот всегда из своих белян выйдешь в центр и эффект вау. Вот Вроцлав такой, ну блин, посмотрите. Просто, ходишь как в какой-то сказке, как в каком-то фильме Гарри Поттера. Вот это не может не впечатлять, не знаю, мне очень нравится. Вот этим и прикольно выезжать в центр, хотя бы вот за этим ощущением. Что там началось в моем видео про Вроцлав, где я написал в названии в польской версии, что временно был немецким городом. Боже, как у всех там разбомбилось. Конечно же, Вроцлав — это польский город. Я там в видео и говорю, что он принадлежал польским королям. Но нет. По названию там, вот насколько поляки это все воспринимают очень близко к сердцу. Вот, но YouTube же такое, как мне привлечь внимание к видео, не сделаешь байтовый заголовок, тем более я же не написал, что это не польский город, я написал временно немецкий, ребята, drodzy Polacy, spoko, oczywiście w Wrocławiu jest polskie miasto, oczywiście, co tam, co już tak się denerwować. Ярмарка во Вроцлаве еще стоит. Смотрите, какая красота. Отдельное видео про ярмарку я делал, прошлое видео. Но еще стоит, представляете? Не грех стоять такой ярмарке, потому что красотенушка. Жалко, что снег. Я думал, снега будет больше. Я все не устаю вообще восхищаться старым городом. И ярмарка, конечно, топовая, О, что в прошлый раз-то пропустили. Красота, видишь, кузнец делает из железа, выбивает. Так вот старину делали все из железа, не было заводов. Вот так делали все, такие розы железные. Это вот из железа делают цветок, дядя, красота, да? Прикольно, клубнику вот так вот засыпают, заливают всякими шоколадами, малиной, и что там еще, всякими сиропами. Сейчас будут выдавать, смотри. Хотите такое? Так. Так, только трускавка, окей. Так, 30 злотых мы отдаем за вот такой стаканчик. Только там еще будет белый шоколад и обычный. Так и живем. Уже какое сегодня 8 число. Вот на нашем подворку пьем чаечек. Снег до сих пор не сходит. Зима у нас настоящая. Купили детям санки. Вот перед садиком катаемся. Хотели купить такие нормальные деревянные санки. Продаются здесь в Декатлоне. С такими крутыми железными перекрытиями. Но они стоят, по-моему, что-то в районе 100 евро. Там, чуть меньше. И, нужно все равно 4 человека, чтобы ехать на горку. Купили, в общем, пробные одни вот эти декатлоновские санки. Они 169 злотых стоят, 170. И пару поджопников. Вот поедем в горы, в Совьи горы, наверное, на выходные кататься. Да? Как тебе зима? Мне очень нравится. Я недавно как раз-таки делилась с подписчицами в Инстаграме, что... Приходите к нам в Инстаграм. Как раз делилась, что мы 8 лет провели в тропиках. Я бы никогда не могла подумать. Мы туда просто постоянно сбегали.
где бы мы ни находились, мы туда сбегали, я бы никогда не могла подумать, что буду так кайфовать от зимы. А я сейчас вышел, сегодня первый раз -8 и прогнозируют вообще до -14 через неделю. -8. И мы просто вот по кайфу. И вот на санках детей прокатил 2 раза, потягал. Че, ты любишь кататься, люби саночки. Я только сижу. Чаек закончился, в садик поедем. Всем желаем классного, счастливого Нового года. Пускай все сбудется, пускай будет больше добра, мира, всего хорошего, позитивного. Ну, всего, чего желают нормальные люди, которые хотят просто жить и никому не мешать. С Новым годом! But it looks like Christmas is here.